sometime in Mozambique. The sunny skies are blue, and all the couples dancing cheek to cheek. It's very nice to say a week or two. Привет всем! Вы смотрите канал SkyTram, и мы путешествуем автостопом по всему миру. Главное отличие нашего travel-канала от других travel-каналов заключается в том, что мы путешествуем непрерывно. Мы не планируем наше путешествие заранее, мы импровизируем. Слушайте, ну сколько мы с Игорем ходили по всей Африке, и переход из Эсватини в Мозамбик был самым дурацким. В нашем случае началось вымогательство денег. То есть сначала они говорят, сделай копию паспорта, а потом нужно сделать еще букинг, и причем этот букинг должен быть оплаченный. Но самое последнее и удивительное это было, что они сказали, что доллары должны быть 2017 года. Не старше. И вот нам пришлось перерывать и искать эти доллары, которые были относительно новыми. Нас морозили не менее 3 часов, чтобы мы выполнили все эти требования, которые ловушки прошли всех этих злых гоблинов. И когда мы перешли границу и попали в Мозамбик, это была как машина времени. Разрушенные тротуары, машины все перекореженные, старые модели, ржавые, даже без бампера они ездят. Здания какие-то все как будто заброшенные, а они не заброшенные. Но люди улыбчивые и помогают, и поэтому мы будем путешествовать и познавать эту страну. Деньги в Мозамбике очень красивые, целый зоопарк. Такие даже можно рассматривать. Валюта называется метикал. Уже несколько лет подряд курс метикала к доллару стабильный. 1 доллар равен 63.83 метикала. Есть в Мозамбике еще монетки, нам пока что попались 5 и 10 метикал. Вот такие они интересные. А мистер Президент здесь висит на каждом столбе. Ну, на каждой стене, так уж точно. Не покидает ощущение, что мы гуляем по Гоа. Это португальская архитектура колониальная повсюду. В ужасном состоянии. Но вся эта заброшенка, пролитая муссонными дождями, всего лишь для продажи секонд-хенд шмоток. Все в этом городе заброшенка. Как называется город? Намаче. Что скажешь про Намаче? Намаче типичный мозамбикский городок. И снова мы в зоне, где дети пашут. У каждого ребенка есть тачаночка. Вот мальчик везет на тачаночке и воду, и сестру. И в стране полнейшего распиздяйства знаки с точностью до метра указаны. До госпиталя 1719 метров. И так далее. Ну и так как Мозамбик это бывшая португальская колония, то здесь все при все на португальском. Пожалуйста. А сколько стоит, скажи, Егор? Стоит 100 песо, что соответствует где-то 1 доллар 80 центов. Ну и что со вкусом? Вы чувствуете вкус Мозамбика, да? Сходили на рынок. Люба научилась чистить личи. Она делает ловко, быстро. Какая она сочная внутри, эта личиночка. Оп. Очень вкусно. Кокос стоит 20 митикаш, 3 манго 10 митикаш, личи, которые лежат в тарелочке, 50 митикаш. Монте-де-Оро ждет нас. Лучшие пляжи Мозамбика. Вот такая маршруточка в Мозамбике едет бесплатно в ней, потому что люди добрые везде. Оказалось, что в Мозамбике чудесный автостоп.
И нас подвозят и белые, которые выехали сюда из Южной Африки и расслабляются. И черное местное население также усиленно помогает нам. Мы на дороге не стоим больше 15 минут. И поэтому двигаемся к Зимбабве. Ну вот, мы на знаменитых пляжах Мозамбика. Пошли посмотрим, что это такое. Бежи! Ребят, ну, конечно, не Лазаревская, но где-то близко к этому. Вот такие персонажи у нас на пляже. Ну вот, торговля пляжная идет полным ходом. Hello. How much one piece? Сколько? Very beautiful. Thank you very much. No need. Compresa, meu. Yes. What size? It's too big for us. I have the small. I have the small. See that one, the small one. Ah, yes. How much small one? The small one is 200 metikash. 200 метикаш. Такая машинка остановилась, повезет нас в Мапуто из Понта-де-Оро. Live life, love life. 86.97 рублей стоит литр бензина. Oh mama gasongile, oh mama gasongile, oh mama, oh mama, oh mama, 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 mama gasongile, oh yeah. Мы въезжаем в Мапуто, столицу Мозамбика. Вот человек нам помог, и мы добрались до Мапуто. Сегодня столица Мозамбика. Спасибо Джордану. Thank you so much. 2,5 русских рубля в Мапуто стоит один красный банан. Краснищий банан. 2,5 рубля. Вкуснотища. Пошли Пробуй, дальше. пробуй. Лучше, чем желтый. Капец, мы в центре Мапуто. А это что, скажи, босс, что это такое? Мы где? Это наша советская архитектура приехала в Португалию. Национальная библиотека здесь тоже имеется. Вот такое колониальное красивое здание. И мы шли по Мапуто и пришли на улицу Владимира Ильича Ленина. Нормально. Союз нерушимый республик свободных. Центр Мапуто, кафедрал такой симпатичный. Здесь колониальные здания. А вот и Че Гевара. Черный Че Гевара. Морячал Самора Мозес Мачел, основатель государства Мозамбик и первый президент Республики Мозамбик. Шикарная набережная Мозамбика, Мапуто, столица. Куча рекламы, машины ездят. Скайтрамп идет. Это Игорь. Он еще пока что улыбается. Мы сидим у двери стоматологического кабинета муниципальной клиники Мапуто. Сейчас вам Игорь расскажет, как его обслужили в муниципальной клинике. Ребята, это просто чудо. Я сам себе держал зеркало, и этот человек ковырялся у меня во рту. И потом он говорит, ну 1000, это где-то $13. И вот я дал ему 1000, и мне положили пломбу. Посмотрим, сколько она продержится. Он даже ничего не сверлил. Он говорит, главное сейчас дезинфектор, и потом все, положим, все будет работать хорошо. Представляете? Мы сейчас находимся у стен форта Мапуто. Внутрь не пойдем. Но есть здесь такая достопримечательность. И посмотрите, город контрастов.
такое здание, и за ним такое здание. А эта улица, как Игорь говорит, с проститутками. Игорь лучше знает, где проститутки. Ты чего? Он у нас специалист по проституткам. Вот они, смотрите, вот они. Ребят, беднота тоже есть здесь, конечно. И вот человек, смотрите, нагружен баклажками, бутылками и бредет неведомо куда. Сейчас мы подходим к самому туристическому из всех туристических мест Мозамбика. Железнодорожный вокзал, который отремонтировали и сделали из него очень красивый музейчик. Мы же хотим узнать, действуют ли в Мапуто пригородные поезда и можем ли мы ими воспользоваться. Ну как вам самое туристическое из всех туристических мест Мозамбика? Смотрите, какие приличные вагончики, и как чисто все. И стекла все целые, и вагончики чистые. Зашли на один из самых красивейших вокзалов в этом мире. И на нем нам сказали, что поезда, увы, ходят только вокруг Мапуто. Это доходит до Матолы, до Буаны, причем один раз в день, чтобы отвозить, привозить рабочих. Но, однако, ходят и интернациональные в соседние страны поезда. Но они стоят таких космических денег, что дешевле лететь на самолете. В Мапуто 4 часа дня и начался знаменитый мапутский трафик. Oh mama gasongile, oh mama gasongile, oh mama, oh mama, oh mama, 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 mama. В серии мы свое всегда место найдем в жизни. Хинду-храм, Мапуто. Ребят, вот смотрите, пальчик он себе моет. Вода какая-то канализационная, видимо. А мы идем отдавать открытки на почту. На почту! На почту. Смотрите, какая красивая. Представляете, в Мозамбике есть марки почтовые с белыми медведями. Так, внимание, интернациональная афера века. Мы купили открытки в Южной Африке, но из Южной Африки в Россию отправить их не было возможности. А почта Мозамбика сказала: милости просим. Так что это будут южноафриканские открытки с мозамбикскими марками. На каждую открытку крепится по 2 марки по 92 рубля каждая. В Мозамбике приняли наши открытки до России без проблем, но отправка оказалась самой дорогой из всех 3 стран, где мы к ней приценялись. На каждую открытку мы наклеили по 2 марки, 92 рубля стоимость каждой марки. То есть 180 рублей за одну марку. Это порядка $3. Серьезная стоимость. Но посмотрим. Самое главное, чтобы дошло. Обещали 10 дней будет идти, но... 10? Да. DHD. Посмотрим. Короче, это одна из 3 достопримечательностей Мапуто. Железный дом, который построил тот же самый человек, который построил Эйфелеву башню. Железный дом. И мы уже идем туда. Ребята, это все железо, 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 железный дом. Слушайте, ну, конечно, когда читаешь в путеводителе, что здание построено архитектором Эйфелевой башни, ожидаешь чего-то более изысканного. Но, тем не менее, вот такой вот раз, два, 3-этажный дом из железа. Друзья, это также происходит у нас в России. Здания разрушают, оставляют фасады. И потом уже получается какое-то некоторое подобие исторических культурных зданий. Смотрите, совковые здания на сваях, такие тоже в Москве есть. Но там совершенно потрясающие колонны. Пойдем посмотрим на них. И даже груди у женщины вылепили. И у мужчины вот борода есть. Смотрите, вот такая вот мозаичатая брусчатка, остатки дорог в Мапуто. Португалия, конечно, здесь поработала серьезно. Чтобы выехать из Мапуто с его вечными пробками, мы залезли в автобус, который едет в городок Альбазина. Это 20 километров от Мапуто. Оттуда начнем автостоп с пляжа Толфа. Сейчас мы едем на автобусе за 15 местных какашек и проезжаем дистанцию 30 километров.
Сегодня мы ночевали в заброшенном кемпинге Мозамбика. Не доехали 20 километров до Шай-Шай. По карте был здесь кемпинг, но он уже закрыт. А сторожа пускают за маленькую денежку сюда переночевать. Вот. И здесь все очень красиво. Кемпинг закрылся совсем недавно. Растащить его еще не успели. И мы здесь чувствуем себя очень комфортно. А это мозамбикский дау. Рыбаки совсем близко забирают к берегу. Ребят, кокосик стоит 15 рублей. Оп. И вот такую ложечку нам выстрогали. Ребят, в Мозамбике повсюду свежевыпеченный хлеб. И вот такая булочка стоит от 7 до 15 рублей в зависимости от места. Но хлеб всегда свежий, мега вкусный, и другого мы здесь не покупаем. Мы вчера ночью остановились в каком-то непонятном кемпинге, достаточно дешевом, но даже непонятно, чем обусловлена эта цена. И вот так уютно стоит наша палаточка, но с утра смотритель кемпинга почему-то за забором поджег мусорку. И теперь уже целый час у нас здесь очень невкусно пахнет. Это наша палатка, а это наши соседи по палатке. Таких соседей у нас еще не было. Но мы в стране Мозамбик. Здесь возможно все. Такие вы хорошие. Хрюхрюшелки. На пляже Тофа можно добраться по суше, но это дольше. И короткий путь по воде. Мы идем по воде и берем билетик на ферри. Билетик стоит 20 местных метакаш. 20 метакаш, мы находимся, город называется Машиша, где дешевые кокосы. И все, сейчас садимся на паром, уезжаем на Тоф. Ну, потихонечку пассажиры начинают расходиться. Пропустим, дадим им фору. Такой серьезнейший пирс здесь. Как будто мы снова на Занзибаре. Блуд чесал на чердаке, он отдыхал душой под синим небом, зажав трояк в мозолистой руке. В общем, фишка в том, что Мозамбик — это бывшая португальская колония, и официальный язык страны португальский. Про английский здесь можно забыть. Учите испанский, друзья. Игорь вспоминает в голове, достает знания испанского языка с Латинос Америкас, и ему этого вполне хватает. И причем, получается, я говорю вроде бы на испанском, но все меня понимают. А девушка, которая из Португалии, она говорит, меня в Мозамбике никто не понимает. Сейчас глубокий отлив, и смотрите, как много рыбаков стоит вдоль линии отлива и ловит рыбу даже на леску. Ловись, рыба большая и маленькая. Мужики, желаем вам удачи. Праздник к нам приходит, а мы находимся на берегу Индийского океана. И вот такой кемпинг. И буквально 100 метров до океана с одной стороны. И это полуостров, и 100 метров с другой стороны. И есть еще бассейн, в котором мы периодически охлаждаемся. И вот брай, который мангал по-русски будет. И, короче, мы счастливы, Люба. Насчет цены, так как это курорты, то даже кемпинги здесь дорого. И сначала хозяйка говорит, что у нее 200 рендов с человека, хозяйка южноафриканка. Вот. Но мы говорим, что у нас 200 только на двоих. И она согласилась на наше предложение. Так что Новый год будем отмечать здесь. Сейчас мы идем по дороге, на самом деле ее заливает, когда приходит большой прилив полнолунный. Ну вот то, о чем мы говорили. Смотрите, начался прилив,
и дорога стремительно исчезает. Sikwembunisa livula Mozambiki. Sikwembuchulula lufumo Mozambiki. Новый год в Мозамбике это просто чудо. Ребят, рыбный рынок. Прямо на берегу. Тетки заламывают сумасшедшую цену за эти рыбы, хотя торгуют ею прямо на берегу. Рыба дорогая. И в Кении, на Ватаму, и в Гуа намного дешевле, раз в 2-3. А здесь что-то они сильно свою рыбу любят. Народ, ну, конечно, пляжи здесь, они все равно лучше гуанских. И хотя все стремятся в Гуа, вода там непрозрачная. А песок здесь, смотрите, какой звук происходит, если вы идете по песку. Тоже какое-то чудо прям. Друзья, есть и такая рыба. Но, наверное, она очень дорогая. How much? 1 kg is for Шли мы, шли пешком 13 километров и дошли до знаменитого пляжа Тофу. Тот самый пляж, где 6 лет назад у Игоря Мальцева украли кошки и ледоруб. Да, вот так вот бывает, если расслабитесь, тут же вас хлопнут. Так и я оставил свои кошки ледоруб за пределами палатки, и в 10 вечера пришли те люди, которые помогли мне с ними расстаться, потому что в Африке кошки ледорубы не нужны. А что ты делаешь такое? Ну, как говорится, свое мы всегда отыщем. Вот, ребят, за меньше чем $1 купили такую рыбешку. Сейчас будем ее жарить на решетке на углях. С фруктами в Мозамбике все в порядке. Папайя, черемоя и маракуйя. Здравствуй, любознательный зритель. Этот фрукт называется черемоя. И такой он в разрезе. Вчера даже африканские дети пришли и говорят, что это у вас такое? А мы знаем, потому что видели ее в Эквадоре, в Индии, в Юго-Восточной Азии. Очень вкусный фрукт, и сейчас мы будем его есть. Представляете, в Намибии и Ботсване были все продукты сделаны в Южной Африке. И мы так заметили и привыкли уже на этикетках смотреть, что все сделано в Южной Африке. А в Мозамбике? Мозамбикская сгущенка, вида. Вида – это жизнь по-испански. Вот такая банка стоит 65 метикаш. Представляете? Отменная сгущеночка. Дульсе вида. Вот. И второй продукт мозамбикского производства, который тоже хочется отметить, это спагетти. 400 грамм стоит 30 метикаш. И они очень вкусные. Вообще не уступают другим макаронам. Так что спасибо продуктов Мозамбик. Очень вкусно. Итак, 31 декабря, 7 часов утра. Мы с Игорем собираемся сесть в одну из этих лодочек и поехать на морское приключение с нырялкой. Поднять паруса! Отдать швартовые! Мы так давно хотели поплавать на Дао, и наконец-то эта мечта осуществляется. Привет Федоровичу, который очень любит Дао. Но сейчас он в горах. А мы очень любим горы, но сейчас мы в Дао. Порой не верится, друзья, но все-таки бывает. Старший помощник лов, отдать швартовые. Невероятно прозрачная вода, видно дно. Но вот это место для снорклинга, здесь порядочно собралось лодочек. Люди ныряют. Какие минусы?
сильное течение, надо очень сильно грести, чтобы оставаться на одном месте или продвинуться вперед. Очень нужны ласты, без ласт сложновато. Что на дне? На дне куча морских звезд. И Боря, что еще? Есть такие рыбки, которые полностью похожи на ракушки. Если не понимать, что это рыбки, подумают, что ракушка. Сейчас у нас будет новогодний романтический ужин в Мозамбике. Выглядит романтика вот так. Вот так. А тут у нас чистые тарелки. С Новым годом, дорогие друзья! Мы его встречаем, как всегда, на острове в Индийском океане. Только что этот наш капитан хотел нам показать, как есть краба. Взял моего краба руками и начал его трогать. А там свинью убивают. С наступающим! Наш новогодний праздничный ужин по-мозамбикски. Рис, жареные чипсики, креветки, рыбка, карабусики. А вот это офигенная подливка из орешков кешью. Ням-ням. Джей Сатисай Бхагаван, Баба Джики Джей. Баба не даст убить бедного поросенка. Слушайте, поросенок там все. Вот нас высадили на лодке посредине, где говорят, идите собирайте какие-то ракушки. И все ушли собирать. В меню сегодняшней морской прогулки была одна вещь, которую мы не знали. Нас все звали собирать какие-то ракушки. А мы не понимали, что это такое. А это вот таких кукусиков, вы представляете? Так, подписчики, нам осталось 1500 часов и 250 человек подписчиков, и мы начнем зарабатывать бабки на YouTube. Давайте, не подкачайте нас, смотрите эту серию как следует от начала до конца. I'd like to spend some time in Mozambique. The sunny skies are blue, and all the couples dancing cheek to cheek. It's very nice to say, oh.